Как-то подумал, хорошо бы научиться ездить на моноколесе. Но для этого нужно сначала купить моноколесо. А, Я пошел по другому пути. Я сначала представил себя едущим на моноколесе. Поскольку самый доступный материал для меня это металл, то я решил сделать фигуру, едущую на моноколесе. Это как бы такой автопортрет в будущем. Желаемый автопортрет. Но сначала это был такой шарж, вот я его, вот такой вот смешной персонаж. Я не стал придавать фигуре черты портретного сходства. Ну и кроме того, неизвестно, получится у меня научиться или не получится, вдруг и не получится. Поэтому я из скромности отказался от придания этой фигуре своих черт. Вот. Но, тем не менее, взял обычный материал, который у меня под ногами, которого много под ногами, это листовой металл, и способом холодной ковки вот стал делать фигуру. Сначала фрагменты фигуры. Вот что я и показывал в этом ролике. При помощи самых простых инструментов. Использовал самые простые инструменты. Это молотки,
Зубила, пробойники, расходники для инструмента для выколотки и ковки. Ну и, конечно, не обошлось без, как я слышал такую фразу, русский народный инструмент болгарка. Вот я с ней, ей я тоже поработал на славу. Что получилось, вот вы увидели. Предполагает этот материал, он предполагает какой-то такой героический образ, да, потому что, ну, металл, это жесткость, весомость и такая решительность какая-то. В этом есть героизм определенный, ехать на моноколесе, на одном колесе ехать так уверенно, решительно. В этом есть что-то героическое, мне кажется, даже, да. И, наверное, этот персонаж все-таки вдохновит меня и сподвигнет, чтобы я купил моноколесо и научился на нем ездить. Я думаю, я еще, может быть, один ролик посвящу этой фигуре, этой скульптуре, более внимательно ну, как бы, показывая технологию, как это все происходило, каким инструментом, с какой последовательностью это, как делаются складки. Эта технология на самом деле, она не то что стара, но она известна, но когда открываешь ее заново и как бы придумываешь, получается, как будто ее придумываешь. А потом узнаешь, исследуешь, что, ну, как это было у других, скажем, да, потому что это каждый раз ты проходишь по-новому. Это тот же самый путь, который проходили до тебя.